Я должна была еще раз увидеть это место. Сейчас оно прекрасно, как будто бы здесь ничего не случилось. Скоро снесут главный дом, и тогда ничего не останется. Ничего, кроме воспоминаний. Я выросла в городе неподалеку. Мой отец был мэром. Этот дом дожидался меня. Он был построен Уилфредом Батлером. Мы никогда его не видели, и он никогда не жил дома. Пока за день до Рождества в 1950 году он все же вернулся. Последний раз. Все из нас верили, что его смерть была несчастным случаем. Никто не знал, что еще один человек вернулся в дом Батлера в то Рождество. Я депутат Карнер округа Арлингтон, штата Массачусетс. Сим на основании медицинского заключения врача этого округа заверяю, что Уилфред Батлер умер в результате ожогов от огня, когда его дом загорелся, и это был несчастный случай, который произошел днем 24 декабря 1950 года. Тело умершего не будет обследовано снова. Это дело официально закрыто. Патрик О'Нил в фильме «Безмолвная ночь. Кровавая ночь». Фильм Теодора Гершани в ролях: Джеймс Паттерсон, Мэри Воронов и другие. Режиссер Теодор Гершани. После дознания по делу в первый день Нового года Батлер был похоронен. Никто не собирался его оплакивать. На похоронах был незнакомец. Я Уилфред Батлер. Будучи в ясном уме и твердой памяти,
ну, относительно твердой. Засим оставляю мой дом и землю, на которой он стоит, и все имущество внутри этого дома моему единственному дорогому человеку, моему внуку, Джеффри Батлеру. И я торжественно наделяю его единственным долгом. Пусть он покинет этот дом так же, как я покинул его. Пусть дом останется стоять нетронутым, напоминая миру о своей бесчеловечности и жестокости. В течение 20 лет этот дом оставался пустым. Было ощущение, будто все покинули его. А затем, в прошлом году, он, по слухам, наконец-то был продан. Эта история была неким образом связана с государственной больницей для невменяемых в отношении совершенного преступления. Посторонним вход воспрещен. Человек, который приехал продать дом, никогда его не видел. Он был юристом, который просто делал свою работу и наслаждался этим. Стой! И прими серьезную позу, пожалуйста. О, ты безнадежен. Смотри. Эй, подожди, куда ты? Подожди, не торопись, слышишь? И еще один снимок. Да ладно тебе. Стой там. Я хочу сфотографироваться вместе. Улыбайся. С вами Роджер Веллер. Итак, краткое содержание выпуска последних известий. Изо всех новостей, которые я уже сегодня упомянул, наибольший интерес вызывает, конечно же, пожар психиатрической лечебницы. Этот пожар привлек внимание не только общественности, но также, разумеется, и полиции, которая немедленно прибыла на место происшествия вместе с пожарными. Кроме того, сбежал пациент. Да, скажу я вам. Это просто прекрасно. Ты действительно так считаешь? Милая, конечно же. А сейчас, думаю, меня ждут. Дорогой, я так сильно люблю тебя. Верно. Любовь — это... Дорогой, Что? быстрее возвращайся. Милая, если ты заскучаешь, полюбуйся природой. Подумай о том, что скоро ты поедешь домой.
Здание мэрии. Восточный Уиллард. Мистер Картер. Мэр. Разрешите мне вас познакомить. Это Чарли Томан, который издает еженедельную газету «Патриот». Мистер Томан. А это Тесс Ховард. Как поживаете? Она работает на коммутаторе. Правда? Мы зовем ее руководителем коммуникации. А это Билл Мейсон. Мейсон. Наш шериф. Садитесь, пожалуйста, во главе стола, мистер Картер. Спасибо, я очень рад со всеми вами познакомиться. Аналогично. Хорошо, давайте начнем. Как вы знаете, меня нанял Джеффри Батлер по делу о наследовании дома, который перешел ему от его деда, Уилфреда Батлера. Продолжайте, мистер Картер. По-моему, вы предложили купить этот дом у моего клиента. Предложили? Мы умоляли его. Мы писали письма, и мы... Достаточно, Тесс. Но это правда. Проблемы, сплошные проблемы. Я провел более 20 лет, выпроваживая оттуда людей. Воры, взломщики, и дети, они хуже всего. Я охотился за чем-то эфемерным, что сложно было поймать. Этот выпад против человечества. Нет, 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 бесчеловечность. Что это, черт побери? Ну да, он был тем еще человеком. Ненависть. Ему было очень сложно. Он просто ненавидел. Этот человек ненавидел многих. Есть такие люди. Вопрос в том, хотите ли вы еще дом? Вы что-то предлагаете нам, мистер Картер? Верно. Почему сейчас? Ну, это же дела мистера Батлера, да? Вы знаете, что мы не богаты. Большинство из нас оказалось здесь во время Великой депрессии, но мы любим этот город. Это наш дом. И, естественно, вы хотите его улучшить. Конечно. Мой клиент это понимает, и он симпатизирует вам. Он охотно пожертвует домом за $50 тысяч наличными. До завтрашнего полудня. Это огромная сумма денег. Это также ужасно выгодная сделка. Вы могли бы съездить в Уилтон, вы могли бы сейчас отправиться в банк. Меня верно поняли? Все наличными? Точно. Я подожду вашего ответа до завтрашнего утра. Вы проведете ночь здесь? Да. Можно узнать, где? В доме Батлера.
Мы можем выделить вам место в мотеле как нашему гостю. Нет-нет, дом меня устроит. В мотеле «Рай». Спасибо, но мне все равно надо переговорить с мистером Батлером по личным вопросам. Вам нужен телефон? Я могу позаботиться об отличной связи. Пожалуйста, не беспокойтесь. Никакого беспокойства. Вам же нужен телефон? Чтобы не застрять там. Что ж, вы меня убедили. Спасибо. Кстати, вы давно знаете мистера Батлера? Да я никогда с ним не встречался. Мы общались только по телефону. Мы все обсуждали, а потом он присылал мне в офис бумаги и деньги. Мэр, шериф, мистер Томан, мисс Ховард. Увидимся завтра. Вообще, я очень на это надеюсь. Скользкий, скользкий тип. Он крупный адвокат. Это следовало ожидать. Не говорите мне об адвокатах. Вы видели, как он на нас смотрел? Он делает свою работу. Не говорите мне об адвокатах. Вы думаете, мне приятно смотреть, как он в таком тоне с нами разговаривает? Он не такой человек, чтобы ему это сошло с рук. Я тоже тебя люблю. Дорогая, когда я вернусь домой, у меня будет для тебя отличный сюрприз. Нет, сейчас я не скажу тебе, что это. Это тогда будет уже не сюрприз. Нет, я не могу приехать домой сейчас, но я приеду очень скоро. Очень скоро. Ладно. Милая, конечно же, я скучаю по тебе. Да, я скучаю по мамочке тоже. Лора, привет опять. Я позвоню тебе завтра. Нет, я позвоню. Я хочу поговорить с Женни. Ну, вообще, я очень приятно провожу время. Тебе того же, дорогая. В смысле, гостиница? Интересно, если мы их достанем, что потом? Достаньте их немедленно. Ладно. Я лучше поеду. Сделайте мне одолжение, Тесс. Позвони Диане, скажи ей, что я уехал в Уилтон и вернусь поздно. Посторонним вход воспрещен. Просто фантастика. Правда? Да. А Батлер не врал. Никто здесь не жил долгие годы. Это такая утрата. Дом полон произведений искусства. Знаешь, дом обладает очень известным произведением искусства. А что это за вещь? В том-то и проблема, никто этого не помнит. Такое постоянно случается в Америке. Я это помню. Он гуляет со мной, и он говорит со мной, и он говорит мне, что я его.
Очень красиво. Это старинная песня. Но похоже на похоронную. Да ничего ты не понимаешь. Когда я был маленьким, я восхищался ей. Я постоянно напевал ее и просил, чтобы ее сыграли. Честно говоря, я нашла на кухне мало посуды. Так что, но продуктов у нас много. Ягненок, макароны, все, что вашей душеньке угодно. Я тобой восхищаюсь. Я люблю макароны. Нет, нет, нет. Сейчас я хочу картошку. А вино ведь есть? Ты должен отметить мое умение выбирать вина. О да, я снова восхищен. Это урожай начала 1970 года. Очень вкусное вино. А можно мне тоже? Конечно, конечно, да. Спасибо. Должно быть, это чудесно. Что? Здесь жили люди. Их жизнь, должно быть, была чудесной. Надеюсь, да. Мне кажется, им нравилось здесь жить. Нравилось? Конечно. Здесь все замечательно отделано. Прекрасный пол из красного дерева, прекрасные стены, этот стол. А ты, должно быть, думаешь, что он сделан из обычного дерева, верно? Ну, Неверно. Это не просто дерево, это особое дерево, смешанное с другим материалом. Специалисты сразу скажут тебе, в каком году был изготовлен этот стол и сколько денег за него можно получить на мировых аукционах. Ты будешь богатым человеком, если продашь его. Вся собственность, находящаяся здесь, бесценна. И сюда вскоре придут строители и поднимутся на холм, чтобы разрушить дом. Они разрушат эту маленькую жизнь. Здесь прошли целые судьбы, и сейчас никого нет. никого. А почему никто не хочет здесь жить? Я думаю, что им проще нажиться на этом доме, продав его. Знаешь, он просит 50 тысяч долларов наличными за этот дом, хотя на самом деле он мог бы получить всего лишь 2500. Но у него нет времени. Нет времени. А сейчас ты хочешь подняться наверх? Знаешь, величайшее удовольствие в жизни – это удовольствие предвкушения, правда? Мы сейчас очень близки, не так ли? Конечно, да. Очень близки. Я не вижу кроватей. Не там смотришь. Они должны где-то быть. Да, вот и она. Что-нибудь новенькое? Нет, сэр, но посмотрите вот на это. Картинка понравилась. Да вы только посмотрите, какой дизайн. Сейчас не до этого. Тесс, что насчет телефона в доме Батлера? Работает? Да, соедини, я подожду. Алло? О, да, мисс Ховард. Да, телефон работает. Отлично. Да, хорошо, что вы позвонили. Спасибо, до свидания. Дорогая, я пойду к машине за сигаретами. Вернусь через минуту. Ладно. Не скучай. Нет-нет.
Ты взял сигареты? Да-да, взял. Все хорошо? Конечно. Мне очень нравятся эти сигареты. Так удобно в таких маленьких упаковках, как эта. Это мне? Можно открыть? О, нет, нет, нет. Рождество послезавтра. Звучит как приказ. Да, мам, это приказ. Нет, нет, нет. Шериф Мейсон. Билл, кто-то звонит из дома Батлера. Хорошо, соединяй. Говорите. Мистер Картер? Это не Картер. Кто это? Владелец. Батлер? Не волнуйтесь, шериф. Картера здесь нет. Говорите громче, я вас не слышу. Я не могу. Я болен. Приезжайте сюда. В чем дело? Что случилось? Дела плохи. Вы приедете? Ладно, ладно, оставайтесь в доме. Я жду вас. Пожалуйста, поторопитесь. Быстрее. Спокойно, спокойно, я еду. Мистер Батлер, вы поговорили? Тесс, я вернулся. Что? Тесс, я снова хочу тебя увидеть. Алло, кто это? Ты знаешь меня, Тесс. Это Мэри Энн. Скажи мэру. Расскажи ему все. Я жду в доме моего отца. Тесс, здесь так одиноко. Не задерживайся. Алло? Алло?
О боже, где все? Алло? О, Мэгги, боже мой. В чем дело, Тесс? Кое-что случилось. Ты можешь подменить меня? О, дорогая, я смотрю телевизор. Мэгги, бросай все, бегом сюда. В чем дело? Шевелись, Мэгги. Пожалуйста, поторопись. Входите. Открыто. Итак, мистер, хватит. Что вы хотите? Мэра, Попробуйте в другой раз. Моего отца нет дома. И не шевелитесь. может мне поднять руки? Нет. Просто стойте там. На что вы уставились? Я помню вас. На дороге. Поэтому я и держу пистолет. Вы напугали меня. Я не хотел. Радует. Здесь все так на меня реагируют. Вы сможете спросить у шерифа, когда он приедет сюда. Я позвоню. Не хочу вас расстраивать, но офис шерифа пуст. Откуда вы знаете? Я говорил с ним. Кто вы? Джеффри Батлер. Вы тот, кто продает дом? Да. У вас есть удостоверение личности? Перестаньте. Не смейтесь надо мной. Мне нужно ваше удостоверение личности. Какой-то маньяк сбежал из психиатрической лечебницы. Ладно. Положите на стол. Идите назад. Калифорния. Везет. Хотите посмотреть мое удостоверение маньяка из психиатрической лечебницы? Они дают такое, когда человек сбегает из психушки, чтобы не вводить людей в заблуждение. Послушайте, мне очень жаль, но мой отец даст вам денег на починку машины. Все, что я хочу, добраться до дома. У помощника шерифа должен быть ключ. По крайней мере, больше не знаю у кого. А где он? Вы едете вниз по дороге где-то полмили. Там будет белый дом с белым забором. Вы не проедете мимо? Спасибо. Не за что. Веселого Рождества. Вам тоже. Если я не перезвоню через час, Что? позвони мэру или мистеру Томану и больше никому. Обещай мне, что сделаешь так. Ну, конечно. Запиши, милая, а то забудешь. Я направляюсь на запад по 5-й дороге, чтобы добраться до дома Батлера. Слышишь меня? Мне осталось немного.
Что это, черт побери? Что за свет? Дневник. Уилфред Батлер. Привет. Привет. Ты не нашел помощника шерифа? Его нет дома. Я тут подумала, а твой адвокат разве не в этом доме? Дверь была заперта. Я позаимствовал его машину. То есть ты украл машину? Да. Можно и так сказать. А что, если она ему понадобится? Пусть ищет ее. Кого ждешь к обеду? Папу. Мы всегда обедаем вместе по четвергам. Ты что-нибудь хочешь? Нет, спасибо. Я не люблю есть на ночь. Да, знаю, это ужасно. А как насчет выпить? Да. Это дешевый бурбон, но здесь он всем нравится. Разбавить? Нет, не надо. Ты устал? Да, устал. Ну что, за нас? За нас. Почему ты решил продать дом? Мне нужны наличные. После стольких лет? Мне нужны они сейчас. А что внутри дома? Знаешь, я никогда не видела его внутри. Когда я была маленькой, мой папа велел мне держаться от него подальше, потому что что-то ужасное могло произойти. Что-то вроде дома с привидениями. Я тоже не знаю, что внутри. Ты собираешься его продавать, ни разу не увидев? Да. Слишком плохо. Тебе следует его увидеть. О, я забыла. Кто-то постоянно звонит и оставляет сообщение для моего отца. Она говорит, что ждет его в твоем доме в гостиной. Какая женщина ждет в моем доме в гостиной? Я не знаю. Я не знаю этот голос. Я лучше поеду туда. Можно с тобой? Зачем? Мне любопытно. Я думаю, что ты скоро вернешься в Калифорнию. Куда? В Калифорнию? Ты сказал, что живешь там, помнишь? Нет, я путешествовал там. Джек, смотри, это машина шерифа. Там свет. Посмотри на это надгробие. Где же шериф? Кто несет крест, будет носить корону. Уилфред Батлер, мой дедушка.
Кто делает солнцезащитные очки на снегу? Это очки шерифа. Мой адвокат пропал, как и шериф. Эти странные телефонные звонки. Теперь вот эти очки у могилы моего дедушки. Давай уедем отсюда. Ты все еще хочешь зайти в мой дом? Да, но я не хочу идти одна. Слушай, Я не нервничаю. конечно же нет. Ой, я просто дрожу от холода. Давай уедем. Ладно. Мы быстро доедем до города, минут за 10. До свидания, мистер Томан. Приятного вам праздника. Здесь нет никого, кроме Томана. Кто такой Томан? Пойдем, ты увидишь. Мистер Томан, постойте. Пожалуйста, мне нужно с вами поговорить. Извините, это Джеффри Батлер. Он тот, кто продает дом. Он не может туда войти, а мой отец поехал в Уилтон. Поэтому мы подумали... Зачем он пишет? Чтобы сказать нам. Тесс поехала в его дом? Что ей там делать? Я не знаю. В любом случае, она не сможет войти. Понимаете, он заперт. Она говорит, что ненавидит это место? Вы хотите туда поехать? Машина у нас есть, мы можем быстро доехать. Мне нужен ключ. О, это не мой дом. Это дом Тесс.
Но Тесс здесь нет. Вы удовлетворены? Должно быть, она поехала ко мне. Почему бы ей не поехать? Она ненавидит этот дом. Может, она хотела увидеть женщину, которая там? Кто-то позвонил в дом мэра и сказал, что ждет. В чем дело? Алло, Джефф? Алло? Вы меня слышите? О да, мисс. Я Диана Адамс. Я уже говорила с вами. Приведи своего отца в дом. Это Мэри Энн. Скажи ему, что у меня есть дневник. Я жду. Кто вы? Ты знаешь, канун Рождества 1935 года. Алло? Алло? Шериф, я видела вашу машину. Билл, это ты? Тесс, ты не можешь меня видеть, но я тебя вижу. О да, я помню это лицо. Ты выглядишь старше сейчас. Но все же, Тесс, ты очень испугалась, не так ли? Не бойся. Я помогу тебе. Возьми меня за руку.
Возьми, Тесс. Человек, который звонил по телефону, сказал 1935 год, канун Рождества. Но это не начало. В 1927 году дом Батлера был реставрирован Уилфредом Батлером. После этого печатались различные социальные статьи, но ничего особенного не было. Затем в 1930 году жена Батлера, Кэтрин, умирает от туберкулеза. А в августе 1933 года все началось. Дочь Уилфреда Батлера подвергается жестокому нападению и изнасилованию. Ее зовут Мэри Энн. Так же, как и того, кто звонил сегодня. Ей было тогда 15 лет. 2 мая 1934 года Мэри Энн Батлер рожает сына, Джеффри Батлера. Джеффа. В начале 1935 года дом Батлера перепродается доктору Робинсону под сумасшедший дом. А затем Батлер говорит, что заставил свою дочь Мэри Энн жить в сумасшедшем доме. У этой истории нет конца. Ее тщательно вырезали из всех газет. Зачем Томану так делать? Ты меня напугал. Что случилось? Случилось то, что мы заезжали домой к Тесс, но ее там нет. Она, очевидно, все же поехала в мой дом. Не знаю зачем. На улице очень холодно. Джефф, сколько тебе лет? Сколько мне лет? То есть, сколько лет я живу на этом свете? Знаешь, в газетах много написано о твоей семье. Я не разговариваю о моей семье. Но все же, та женщина, которая звонила, сказала, что ее зовут Мэри Энн. Так звали твою маму, не так ли? Моя мама умерла еще в юности. Поэтому я начал путешествовать. В газетах все не совсем так. О чем ты? Мне просто кажется, что ты должен кое-что прочитать для своего же блага. Ничего, что ты можешь рассказать мне о моем прошлом или будущем, не пойдет мне во благо. Где газета? Она на столе. Какая глупая ложь. Я ни во что не верю. Джефф, может, твоя мать все еще жива? Может, она ждет тебя в доме? Я не знаю. Пойдем, хватит тайн. Поедем туда. Посторонним вход воспрещен. Это машина Томана.
Она пуста. Джефф, смотри. О боже, Стой на месте. это Томан. Стой на месте. Он мертв. Его руки. Кто-то отрезал ему руки. Ты убил его. Ты убил Томана. Он просил о помощи. Ты убил его. Садись в машину. Дом Батлера. Ключи. Он взял их. Алло? Здравствуйте, мэр. Да, что? Это Мэри Энн Батлер. Я звоню из своего дома. Не хотите ли вы приехать сюда, мэр? Вы узнаете очень много интересного. У меня тут, кстати, ваша дочь.
Я пишу это, зная, что никто и никогда это не увидит. Ни моя любимая дочь, ни даже мой внук Джеффри. Я пишу для себя в надежде на прощение, если это все еще возможно. И я пишу для тебя, Мэри Энн, чью юность я разрушил. В 1935 году врачи лечили мою дочь весь год. Я верил, что они могут ее вылечить. Маленького Джеффри забрали в Калифорнию. Мой дом превратился в психиатрическую лечебницу, и я приглашал врачей жить там. Также я пригласил пациентов. Бесполезно. Все. Я помню, какой она была. Не было ребенка красивее и счастливее, чем она. Леди и джентльмены, тишина, пожалуйста. Я хочу сказать тост. Доктор, пожалуйста. В Рождество первого года я знал, что нужно действовать не для себя, но для моего беспомощного ребенка. Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Желаю вам... У меня не было никакого плана. Все, что я знал, я должен забрать ее от этих людей с их обещаниями и ложью. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny. Я знал, что мне просто необходимо это сделать. В этот вечер они веселились, и я на это рассчитывал. Вместо того, чтобы чувствовать себя гостями, они вели себя будто у себя дома. Они вели себя как родственники. Я чувствовал свою вину, но все же не мог ничего контролировать. После обеда они танцевали и пили, как они это обычно делали. Робинсон постоянно улыбался, как ни в чем не бывало. Они ожидали, что я думаю, будто у меня нет выбора. Уилфред, доверься мне. Он действительно полагал, что Мэри Энн будет лучше. Он видел свет, свет в конце длинного туннеля. Поверь мне, есть свет в конце длинного туннеля. Оставайтесь здесь, доктор, я принесу еще шампанского. Он был готов, я это знал. Для него в тот момент имел значение лишь алкоголь. Я ушел оттуда.
То, что я сделал Мэри Энн, было бесчеловечно. Я это знаю. Я ее любил. Я заботился о нашем ребенке, Джеффри. Это я принес ей столько боли и горя. Все, что я хотел в тот день, помочь моему ребенку. Я надеялся увезти ее из этого дома. Кроме этого, я хотел освободить других пациентов, которые томились в заключении в этом доме. Я знал, что они могут сделать с этой неожиданной свободой. Но все это моя вина. Я знал. И все же я их освободил.
После всего случившегося я хотел посадить Мэри Энн в машину и увезти далеко-далеко. Я не знаю, когда именно она убежала от меня. Я думаю, когда они увидели ее в гостиной, они решили, что она сердце этого дома, которого они ненавидели. Поэтому они убили ее. После они устроили праздник, торжество, и затем большинство разбежались не знаю куда. Я никогда не забуду, что они сделали с моим ребенком. С того Рождества я жил в тюрьмах и психушках. Жил анонимно, как животное. Я влачил жалкое существование, пока все времена года не превратились в одно. Это время года — месть. Джефф, Джефф, Уилфред Батлер все еще жив. Это все еще его дом. твой дедушка умер в 1950 году. Он сгорел заживо в этом доме. Мой дедушка не мог сгореть заживо. Город хотел заставить вас поверить в то, что он мертв. Они все еще хотят. В этом доме была психиатрическая лечебница. Его обитатели произвели жуткую резню. Тесс, Томан, шериф, твой отец. Нет. Они все обитатели. Они убили мою мать в этой комнате. Кто там? Кто там? Батлер. Нет. О, нет. Нет. Боже, нет. Папа. 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 Диана. Джефф. Джефф. Нет. Нет. Джефф, почему? Нет. Зачем? Прости. Нет. Мэри Энн.
Помогите! Помогите! Не убегай, не бросай своего отца. Не бойся, я тебя не трону. Все в порядке, все нормально. Куда же ты? Я же так ждал этого. Ну не убегай, пожалуйста. Пожалуйста. О, Боже! О, Боже! После этой ночи я решила не проронить более ни слезинки. Я знаю, что и Джеффри, и мой отец думали, что стреляют в убийцу. Но они были лишь последними жертвами в этом доме жертв. Сейчас, год спустя, они снесут здесь все, но это не уничтожит этот дом в моих воспоминаниях. Я не забуду, что здесь случилось.